Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, пересылайте это видео друзьям и знакомым. Им будет интересно посмотреть сегодня это видео совместно с вами. Завтра вы можете его обсудить и сказать, что прекрасного произошло в вашей жизни, а я надеюсь, так оно и случится. Тема сегодняшнего видео – это практика колеса жизненного баланса. И сегодня я рассмотрю тему, как эффективно использовать технику колеса баланса, используя ежедневник. Колесо жизненного баланса представляет собой круг, на котором расположено 8 сфер. Эти 8 сфер отражают важные этапы вашей жизни. В каждой сфере присутствует ваше состояние. Самое лучшее состояние – это 8-10. Если вы хотите посмотреть видео о состояниях, можете это увидеть в комментариях, не в комментариях, в описании к этому видео. Итак, в конце каждого года обязательно отметьте себе тот месяц, который был наполнен для вас энергией, в которой присутствовало состояние 8-10 или состояние 4-8. Когда вы много действовали, когда вы испытывали прилив энергии, когда вас переполняло вот это вот чувство совершить огромный рывок в направлении ваших целей. Почему? Потому что колесо жизненного баланса направлено на то, чтобы у вас было личное и профессиональное долголетие. Потому что деньги приходят на цели, если цели нет, деньги приходят на жизнь. И я вам сейчас расскажу, как ежедневник может помогать вам решать ваши рутинные и грандиозные задачи. Если вы регулярно будете делать записи в ежедневнике, у вас получается очень хорошая концепция. Все ваши размышления размещены на бумажной основе, это может быть блокнот, еженедельник. Все ваши дела запланированы в электронном календаре. Таким образом, если вы хотите предаться размышлениям, для этого используйте свой блокнот и ежедневник. Очень важно там собирать все инсайты, все замечательные идеи, которые у вас есть, которые вас вдохновляют. А в календаре вы уже по наполнению своего дня будете видеть, что для вас важно сделать. И календарь электронный вы смотрите тогда, когда у вас возникает ощущение, что заряд вашей жизненной энергии падает к уровню 50%, вы смотрите остаток дел, которые вам нужно сделать и успеть, то, что вы запланировали, и вы вот после этого ощущения, что 50% энергии у вас уже израсходовано, вы аккуратно, бережно используете остаток энергии для того, чтобы завершить все запланированное за день. Как мы используем еженедельник? Еженедельник и ежедневник мы используем для того, чтобы фиксировать инсайты, источники вдохновения и те ценные мысли, которые для вас будут полезны в вашей личной деятельности или профессиональной деятельности. Тем, кто использует ежедневник для того, чтобы записать свои переживания, это тоже как бы классный метод. Я вам больше рассказываю о тех оригинальных концептах, как ежедневник может быть для вас полезен. Если вы сосредотачиваетесь на тех моментах, которые вас вдохновляют, которые вас мотивируют, это может быть фильм, прочитанная книга, какая-то правильная дискуссия, которая вас вдохновляет, либо это может быть какой-то разбор жизненной ситуации, из которой вы уже сделали выводы, всегда собирайте в ежедневнике то, что вас будет как бы мотивировать. Потому что если вы будете находиться больше в концентрации ваших мотивирующих тем, тем больше, тем проще для вас сосредоточиться, тем больше у вас есть возможность прийти к тому состоянию 4-8, когда вам необходимо действовать. Вот вы заметите в своей предыдущей как бы жизни без колеса жизненного баланса или до колеса жизненного баланса, что, как правило, в ежедневник вы заносили какие-то вот моменты, связанные с воспоминанием. Эти воспоминания не структурировали, они для вас полезные, мотивирующие. И таким образом вам для того, чтобы вдохновиться, вам нужно было и использовать свой отпуск для того, чтобы посетить те места, которые вас вдохновляют, где вы перезагружаетесь, перевосстанавливаетесь. А если вы будете использовать ежедневник с точки зрения того, что вам нужно собрать всю необходимую информацию, которая вас мотивирует, вы будете
очень быстро переходить из состояния тяжелого эмоционального переживания к состоянию действовать. Состояние 0,4 – это нестабильное состояние, когда мы идем к цели через боль, страдания, какие-то окольные пути используем, выбираем не тот жизненный темп, выбираем не тех единомышленников, то есть все через трудности. Состояние 4-8 мы уже посмотрели на путь, понимаем, что мы сделаем в течение одной недели, и вот к этому рациональному пониманию нам нужно добавить немножко эмоций. Для этого мы используем бумажный ежедневник. Если вы посмотрите блокноты, которые сейчас вот в мире распространены, допустим, блокноты Moleskine, вы заметите, что чаще всего они пустые, там нет никаких-то разветвлений, полная свобода творчества, и вот эта вот полная свобода творчества позволяет вам для вдохновения использовать рисунки, схемы, заметки, какие-то зарисовки, текст, то есть все, что для вас будет полезно с точки зрения вдохновения. С другой стороны, посмотрите сами, если ваш ежедневник наполнен какими-то положительными эмоциями, источниками вдохновения, ваша такая рабочая тетрадь инсайтов, каких-то замечательных цитат, или вы собрали какой-то момент, который вам хотелось бы запечатлеть как очень приятный, вы этот блокнот будете листать гораздо чаще. И можете даже попрактиковать в одном блокноте ежедневнике записывать положительные эмоции, а другой блокнот использовать чисто как статистику. Что за день произошло, какие этапы жизни вы хотите разобрать. И в конце года вы заметите тот блокнот, в котором собрано все положительное, классное, интересное. Вы чаще будете держать в руках, вам чаще к нему захочется вернуться. И я вас поздравляю, вы перешли к тому этапу, когда вы уже осознанно выбираете положительные моменты. И эти положительные моменты позволяют вам как бы принять основную философию колеса жизненного баланса. Если в колесе жизненного баланса вы будете 51% вашего прожитого месяца формулировать как хорошо прожито, и в следующем месяце вот будет там 52% дней, которые вы положительные, вы переходите тот этап, когда вы уже сознательно выбираете ту жизнь, в которой больше радости. Почему? Потому что как бы не тяжела была и насыщена наша профессиональная деятельность, сколько испытаний не было у нас в личной жизни, мы всегда склонны к тому, что мы осознанно выбираем радость или горе, которое хотим повторить, или если мы попали в тяжелую кризисную ситуацию, мы осознанно ищем тех единомышленников, которые помогают нам решить эту ситуацию, а не те, кто нас осуждает. Поэтому в ежедневнике вы можете вести список ваших друзей и знакомых, когда в какой ситуации они вас поддержали, кто проявил к вам элементы поддержки, а кто, наоборот, радуется той ситуации, в которую вы попали. В конце года вы непредвзято можете посмотреть список друзей и знакомых и понять, что с некоторыми друзьями и знакомыми вам гораздо легче встречаться, гораздо реже, а с некоторыми друзьями и знакомыми вам есть чем поделиться своей радостью. Почему? Потому что они, ваши единомышленники, вам помогают. Чтобы задействовать ежедневник и электронный календарь, который есть в вашем компьютере, в вашем телефоне, я рекомендую все дела, которые вы хотите запланировать, пишите в свой календарь, в каком дне вы хотите к нему приступить или реализовать, а в блокнот, в ежедневник, пожалуйста, пишите, какие эмоции вы пережили. Потому что современное устройство электронных календарей, оно не предусмотрено к тому, чтобы фиксировать свои эмоции. Ну, во-первых, как бы не хватает рисунков и инструментария, чтобы это сделать. В ежедневнике гораздо проще некоторые мысли выразить рисунком, какой-то фразой. Все, что написано от руки, оно всегда хранит вашу эмоцию. Всем, кто с компьютером или с планшетом на 100% владеет, пожалуйста, пишите, какие есть инструментарии для того, чтобы выразить свои эмоции в блокноте, электронном блокноте, какая-то есть программа, которая позволяет это сделать. Давайте посмотрим эту тему с точки зрения возможностей. Всем, кто смотрел это видео, я всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Используйте свой ежедневник для того, чтобы ваши цели и мечты становились реальностью. Тем, кто смотрел это видео, желаю хорошего дня. У вас все получится. Я в вас верю.